Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я расскажу о настройках и особенностях программы QC Asphalt. Перед нами открыт пример отчета из тех, что поставляются в составе релиза по условной дороге номер 100. Сверху мы видим раздел с настройками, состоящим из нескольких блоков. Первый блок – общая регистрационная информация. Данные отсюда не участвуют в расчете, они попадают лишь в заголовки и названия файлов. Также к этому типу данных относится вот этот вот блок. Это данные, номера документов, которые получены из лабораторий об измерении плотности и толщины асфальта, а также о методе измерения плотности асфальта, который применяла лаборатория либо RIP, либо Corelog. Здесь мы сразу видим, что у нас появляются два источника данных QC и QA, Baccarat и Hood, AutoHAT и Hood, Quality Control и Quality Assurance. Также мы видим их в этом блоке. Это целевые плотности, которые дает лаборатория в этот день, в день выполнения работы. То есть вот эти проценты, которые мы здесь видим, это как раз результат деления плотности в конкретном измерении на вот эту вот целевую. И дальше идут вот две важные настройки, это режимы расчета. Первый из них относится к источникам данных, которые обрабатываются. В данном случае источники QC и QA обрабатываются по отдельности. В итоге мы получаем измерения из одного источника и измерения из другого источника. Если их было по 8 в каждом, как здесь, то в итоговом расчете участвует 16 измерений. Также могут быть выбраны один из источников, и тогда мы будем видеть только выбранный источник. Например, здесь QC, сейчас мы видим только QC, либо только QA, либо Мицтабер, что означает, что каждая пара измерений будет рассматриваться как соответствующие друг другу, и в финальном измерении будет участвовать среднее между ними. Ну, сейчас мы для примера откроем отчет, уже опубликованный. То есть нам нужен Мицтабер Мемуца. Вот этот вот. Откроем Excel версию. Спрячем шапку. Спрячем шапку. И вот мы видим, что каждой паре соответствует в итоге одно измерение. Далее вернемся в нашу программу. Следующий параметр — это метод расчета. То есть либо обычный мемуца, либо статистический, более сложный, который отбрасывает выбросы. И в этом блоке у нас указаны границы, граничные значения, в соответствии с которыми здесь идет обработка измерений. Какие измерения отбрасываются, это определяется вот этой строкой красной. То есть если у нас в разделе плотность внутри полос, это вот эта колонка и вот эта колонка. В данном случае мы находимся ниже 94, поэтому измерение отбросилось. Здесь больше 94, поэтому оно не отбросилось. И при этом на стыках применяется значение из других столбцов, вот этим курсивом выделенное. Здесь у нас граничное значение 92. Мы видим 97 отброшено, 92,6 не отброшено. А между 94% и 97%
у нас применяется штраф. Вот как мы видим, сейчас глянем на настройки. Вот у нас как раз эти значения 94, 97, и вот штраф. Это внутри полос, а это на стыках. Здесь 92, 95, но штраф уже 25%. Это все настраивается, то, что в зеленых полях все настраивается. При необходимости можно менять. Также важна еще настройка минимальное количество измерений. То есть, если у нас в итоге окажется меньше 3 измерений осталось, то все остальные измерения также отбрасываются. У нас есть тоже пример такого отчета. Этот отчет мы только что смотрели. Совмещенный режим, когда каждой паре соответствует одно значение. И мы рассмотрим на стыках. Мы видим, что у нас здесь 92 и 95 граничные значения, нижние. И, соответственно, 98 проходит даже без штрафа. 94,9 проходит со штрафом, то есть чуть-чуть меньше 95. 91,7 меньше 92, поэтому оно отбрасывается. Но так как у нас в итоге осталось только 2 значения годных, то все отбрасываются. И мы видим, что у нас все отброшены. И в итоге вот у нас раздел с информацией по стыкам. Мы видим, что все на переделку, штрафов нет. В то время как внутри полос у нас есть штрафы. То есть за каждые здесь, которые попали в штрафную зону, штрафы, и за каждый из этих штрафы. И в итоге штрафы. А в итоге все на переделку из-за вот этого блока. И здесь результаты по толщине слоя. Посмотрим, что у нас здесь. 2 значения отброшены. А почему они отброшены? Давайте посмотрим настройки. Это у нас был раздел, относящийся к плотности, а здесь раздел, относящийся к толщине слоя. И мы видим, что меньше 40 откидывается. И мы видим, что здесь также штраф указан 3%, границы 5 и 15%. Мы видим, что здесь меньше 40, поэтому они были отброшены. Там, где больше 40, не отброшены. Так, посмотрим, как у нас здесь значения вычисляются. 20% это 2 из 10 отброшенных, что соответствует 720 метров. 20% от 3600, 720 метров по цене 36. Это штраф за вот эти отброшенные. Далее у нас целевая толщина 50, средняя из тех, которые были изначально 47,5, не хватает 2,5, что составляет 4,97% от 50. 4,97 у нас меньше, чем 5%, поэтому никаких штрафов по этому поводу нет. Здесь такин. И весь штраф 25 920. Штраф пошел бы, если бы был от 5% до 15%. Вот пошел бы штраф по 3% за каждый процент, превышающий 5%. В пределах до 15%, да, то есть максимальная разница может быть 10%, соответственно штраф 30%. Ну и вот этот штраф появляется здесь, и дальше аналогично этой строке. А здесь мы получаем сумму по отброшенным и по отклонению средней от целевой. Посмотрим внимательнее на то, как рассчитывается вот этот блок. Мы смотрим это в полосах на отброшенные. Вот мы здесь видим, что из 8 4 значения отброшенные, что составляет 50%.
Поэтому берется 50% от площади, от 3600. Получаем 1800 метров квадратных. Умножаем на стоимость 1 метра. Это идет в штраф. Далее, по оставшимся получаем среднюю величину 96,9, точнее 96,89. Вот она здесь. И смотрим, куда она попадает в наших опорных значениях. Она попадает в штрафной диапазон между 94 и 97. Это то, что внутри полос относится. И до 97% у нас не хватает 0,11%. Умножаем эту величину на 100, получаем просто 0,11. И эту величину умножаем на штраф 5%. Получаем 0,55%. Ну, здесь мы видим 0,54%, так как здесь еще есть какие-то округления, которые мы не видим. 0,54%. И это применяется к оставшейся площади. То есть к оставшимся 50%. Вот это оставшаяся площадь. Посмотрим на другой отчет, который Бенефрат. Здесь у нас просто это нагляднее. Здесь у нас отброшены были 31%, то есть осталось 1100, это соответствует 1125 метрам из 3600, и осталось 2475. И вот эти вот 1,5%, которые здесь, в этом примере, применяются вот к этому остатку. И здесь это 37,6. Ну а дальше умножается на стоимость. И получаем штраф. И также здесь 0,54% применяется к 1800 квадратным метрам. Получаем 9,7, умножаем на 36. И получаем 348 шекелей. Итоговый штраф в этом блоке составляет 65,148. А дальше идет обратный пересчет. Этот штраф делится на стоимость метра. Получаем количество метров, получаем количество процентов штрафа. Но эти числа уже просто для информативности. Самое главное это вот это число. И здесь аналогично считается. Просто здесь нули, поэтому мы этого не видим. А вот в этом отчете здесь тоже мы видим, что было отброшено и пошло штраф 600 метров. Соответственно, осталось 3000. В данном случае нет отклонений, поэтому штраф 0. И в этом блоке штраф суммируется, и по этим полям тоже все суммируется, а в этой строке также идет обратный отсчет, так же, как и здесь. А здесь просто суммы. 40500 плюс 21600, 62100. Метры также складываются, проценты также складываются. 1,52 и 0, 1,52. Вот таким образом рассчитываются эти блоки. И у нас остался последний режим статистический. Он наиболее сложный. Вот, рассчитаем его. Здесь на текущий момент мы не можем посмотреть, как в статистическом методе шел расчет. Там очень много шагов вычисления. Поэтому мы можем видеть просто вот результаты уже. Так, и мы видим, что границы у нас изменились. Они стали выше. То есть было здесь 100, стало 104, было 97, стало 97,4. Здесь было 95 и 92, а стало 96,2, 93,2. На 1,2% сдвинулось. То есть на самом деле границы стали более строгими. И поэтому мы получили, вот особенно на стыках, даже больше штраф. И в итоге здесь примерно то же самое, 41 тысяча, а в итоге мы получили 82, почти на 20 тысяч больше. Такой эффект в данном примере. Хотя при этом мы видим, что на стыках не отброшено ни одно значение.
в то время как здесь было отброшено. Внутри полос было отброшено 5 значений, а здесь также ни одного не было отброшено. Вот такой интересный эффект статистического метода. Но вообще его имеет смысл применять только при большом количестве измерений, так как любой статистический метод, он работает только на большом количестве измерений. И здесь, конечно, это просто для примера, но смысла большого применять статистический метод на таком маленьком количестве измерений, на такой маленькой выборке, смысла в этом очень мало. И я считаю, что пользоваться этим методом на таких маленьких выборках нецелесообразно. Сейчас я покажу, как происходит работа с большим количеством измерений. Добавим таким образом, просто для примера. У нас режим совмещенный. Вот у нас еще одна свободная здесь, в этой строке есть колонка. Давайте ее заполним теперь. Посмотрим, что будет. И мы видим, что у нас появились дополнительные колонки. Номера измерений у вас будут отсутствовать, если вы не используете уже готовый шаблон. Это у меня было заранее уже здесь введено. И мы можем добавлять данные в эту строку. Посмотрим. Копируем. Ctrl-C, Ctrl-V вставляем. Я вот здесь сверну, чтобы побольше было видно. Так, и давайте рассчитаем. Так, вот у нас рассчитался. Вот мы видим, что с большим количеством данных. То есть, если мы дойдем до конца этой строки, у нас появится еще одна. Сейчас покажу. Вот таким образом можно ее заполнять. А когда мы рассчитаем, то снизу появятся еще и такие же строчки с результатами, как мы видели в этом случае. Так, сейчас я верну, как было. Вот я вернул, результаты опять появились. Я покажу теперь, что будет, если мы выберем режим по отдельности. Мы видим, что у нас автоматически добавился еще вот тут блок для результатов, потому что нам нужно 48. Давайте рассчитаем, и мы увидим. Как видите, здесь нет строк для ввода данных, потому что этот дополнительный блок нам нужен только для результатов, потому что у нас сначала из QC берутся 24 измерения. Это вот для них. Здесь заканчиваются результаты, а дальше для QA. Вот они отсюда начинаются и переходят в следующий блок до 48-го. Вот таким образом это работает. Также вы можете посмотреть это на примере дороги с условным номером 999. В этих примерах все блоки заполнены по максимуму, до 120 измерений в каждом блоке. И далее в них просто переключаются режимы. То есть данные одни и те же, забитые ячейки, просто переключаются режимы. Соответственно, в режиме Benifrad используется только по 60 измерений из каждого источника QC-QA. Остальные просто потому что они выходят за пределы доступного. Таким образом это работает. Программа QC Asphalt основана на общих спецификациях Native Israel, относящихся к работам по дорожному строительству и мостостроению. В частности, 5104, а также 5102, в которой описан статистический метод. Вот приложение Aleph,
относящийся к статистическому методу. Вот тут формулы. Вот все это заложено в программку C-Asphalt в части вычисления в статистическом режиме. И в основном документе 5104 здесь есть части, которые относятся к плотности асфальта и толщине слоя. Ну, здесь мы видим, например, что при отклонении до 3% внутри полос у нас штраф 5%. То же, что мы видим в настройках. Это у нас пример опубликованного отчета. Вот у нас 5%. Рецо в полосах. Здесь вот на стыках 25% штраф. 25% штраф. То есть то, что относится к плотности. И то, что относится к высоте. Но здесь тоже штраф 3%. Вот у нас раздел, относящийся к штрафам по толщине слоя. Вот у нас 3% на каждый процент недостающий. В диапазоне отклонения от 5 до 15%. Смотрим, вот как раз от 5 до 15%. Вот таким образом устроены настройки программки C-Asphalt на основе спецификаций Нетиве Израиль. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.